После того, как война выгнала нас с супругой из Ирпеня на дачу, а зимой на даче заниматься чем-то надо, вот у меня и появилось такое небольшое хобби, как свечи. Вот это вот заказываю формы на Алиэкспресс и делаю разные свечи. Вот данную формочку котиков у меня съели мыши. Она была силиконовая, им пришлось по вкусу, и они ее съели. Поэтому я заказал себе вот такую формочку в виде сердечек. И сейчас ее буду испытывать. Ну, а вообще, что надо для этого хобби? Не так и много. Для фитиля я использую нитку для прошивки бумаги. Беру ее вдвое, складываю, и получается нормальный довольно у меня фитилек. То есть вот она, горит отлично. Ну и еще в идеале иметь иголку с большим ушком или же сапожное шило, чтобы продевать, вот как в данном случае, силиконовую форму. Еще что, смазка силиконовая для форм. Я где-то после 5-й свечи всегда стараюсь смазывать форму. Что еще? Это вот краситель у меня тоже с Алиэкспресс. Это красный, это синий. Ну, это не обязательно. И в данном моем случае я использую это пальмовый воск, так как парафина нету. То есть, что есть, то и использую. А вы можете парафин или воск, у кого что есть. Итак, сейчас приступлю к испытаниям. Ну и начинаю я с фитиля. То есть взял ниточку, как обычно, вдвое. На краях связал узелками. Надо, чтобы было чуть длиннее, естественно, формочки. Узелки потом пообрезаю. Сейчас у меня вот такая вот кружка старая нашел на даче. И просто опускаю. Вся цель, чтобы вышел воздух из ниточки, чтобы не было там кислорода. И когда вынимаю из своего вот этого пальмового воска, вы будете вынимать из парафина, просто натягиваете фитиль и держите его в натяжении, ну буквально несколько секунд, он тут же застывает, и вот готов, чтобы его вставляли уже в формочку. Форма уже, не знаю, видно или нет, но смазана мною силиконовой смазкой и готова полностью к употреблению. Итак, берем наш фитиль и обрезаем узелок хотя бы с одной стороны. Он нам не нужен. Дальше я беру сапожное шило. И мне необходимо, да и вам тоже, если вы будете делать, обязательно ниже середины, не по центру мы делаем дырочку, а ниже центра, так как при застывании парафин будет оседать. Ну а теперь осталось завести этот фитилек. Все, с одной стороны завел. И сейчас то же самое сделаю со второй. Обрежу. Ну вот, залили. И все, ждем до полного остывания, а потом буду вынимать его. Это творение. Ну вот, по-моему, и готово. Сейчас буду вынимать. Только вначале хочу сказать, что целью данного видео совсем не является показать, какой я великий свечных дел мастер. Нет. Этим видео я хочу сказать, что даже на 6-м десятке лет, несмотря на войну, можно найти себе хобби, которое поможет вам дождаться известия, что Путин из своего кремлевского кабинета переедет в кремлевский мавзолей. Ну, а сейчас буду вынимать. Обрежу тут, чтобы мне не мешало лишнее. Может, немного спешу. Если оно полностью не застыло, может и поломаться.
Эть. Не, застыло. И все получилось. Остается только зажечь. Ну, вот, как видите, такая замечательная получилась свечечка. Горит ровно и красивенько. Да, и хочу показать, с чего я начинал, когда у меня еще не было форм. Вот это труба канализационная 50-ка. И вот я ее сохранил на память. А сейчас уже дорос до того, что у меня есть даже блесточки для воска. То есть главное начать. И все будет Украина. Всем удачи. Пока.